Козерог, начало августа. Обзор энергии для вашего знака зодиака. У нас много ключевых дат в августе 26 года. Сейчас вытащу карту из колоды «Компас души». Да, что за послание такое для козерогов на начало августа. Вообще изобильный период, да, я там видела в интернете, для вас сама выпала, козероги, для вас много положительных идет обзоров, вот. И для тех, кто на своей стороне мячик принял, да, так сказать, и прикладывал усилия какие-то для того, чтобы узнать себя лучше, заниматься духовными практиками, вы почувствуете облегчение, вы почувствуете, что это все неспроста. Вот, выпала карта «Мудрость». То, что вы говорите, уже внутри начинает зацветать. А нет, то, что вы ищете, простите, если на английском написано, то, что вы ищете, уже начинает проявляться внутри. Здесь такое древо, а на сессиях, когда с клиентами работаю, бывает, что когда человек чувствует опору, один из таких мудрых символов важных, это древо жизни, приходит 1.11 на счетчике, вот, и так как опора в жизни, да, и здесь вот древо, внутри него зеленый, желтый, такой красивый цвет и светлячки. То, что вы ищете, уже начинает проявляться внутри вас. Супер, отлично. Сейчас глянем еще по Таро. Вот, у нас 8 числа врата Льва, между ними 4 дня будет транзит, вот, 12-го новолуние и затмение солнечное в Львах. Вот, кто-то из козерогов чувства может ощутить, что непонятно, куда двигаться, направление, да, возьмите эти дни себе просто на делание бытовых дел, да, то есть если вы что-то очень сильно искали, какое-то внутреннее развитие, позвольте себе выдохнуть и кайфануть от обычной бытовой жизни, да, потому что иногда перегрузка от духовных практик тоже бывает. Вот, и для вас это время просто плыть по течению, да, а вот с 12 уже на 13 уже вот там вот идет по энергиям, нужно двигаться и переть, да, козероги. Вот, у нас важное послание на расписание на канале поменялось, теперь ваши видео для вашего знака будут выходить по вторникам. Вот, поэтому, если вы еще не подписаны, подпишитесь. А если не поставили напоминание, галочку о том, чтобы вам приходили уведомления о выходе видео, обязательно поставьте, так вам будет удобней отслеживать вовремя, получать новости с энергетических полей, которые я тут рассказываю. Вот, сейчас глянем, что у нас. О, тройка пентаклей. Ну хорошо, ну хорошо. Да, с 13 у вас, смотрите, 20-го большое, да, было изменение. И плоды идут до первых чисел для вас, а потом может быть чувство, как до первых чисел августа. А потом есть такое чувство, что нужно немножко, вот даже не то, что притормозить, а как будто бы, знаете, вот может у кого-то даже тяжесть отыграться. Что происходит? Когда вы делаете большой духовный прорыв, то потом может отыгрываться чувство тяжести, чувство неопределенности и так далее. Да? То есть здесь доверие процессу, ваш основной посыл на начало августа, да, козероги, просто доверяйте процессу и занимайтесь тем, что для вас более привычно, да, то есть это бытовые вопросы, это работа, старайтесь, и можно еще переслушивать какую-то музыку, от которой вам кайфово, от которой у вас поднимается настроение, да, то есть действуйте скорее более механически, нежели чем вот это вот, продолжать какое-то внутреннее самокопание. Это необходимо для, знаете, идет такой успешный рост, да, и успешное развитие, потому что картинка такая идет, что у вас как раз до 1 августа, вот с 20 июля идет прям как сажаются семена, да, и им нужно некоторое время, прежде чем росток из земли, из семени появляется, ему нужно некоторое время, чтобы крепнуть, набрать сил, прорвать эту оболочку и потом уже, да, пойти, начать расти. И вот у вас вот примерно такой процесс зарождения вот этого ростка, оно может проходить в тишине и в спокойствии, в данном случае именно во внутреннем, да, то есть я говорю про внутреннее состояние. На ручки, да, девочки, козероги, может состояние на ручке, залезайте на ручки к своим любимым, вот, и не стесняйтесь, зауютиться кто-то захочет, да, то есть зауючивайтесь себе всласть, да, такое вот идет послание. Так, тройка мечей, карта маг. Главное послание, тройка мечей, карта маг, да, смотрите, не напридумывайте себе, пожалуйста, лишнего в это время. Воздержитесь, козероги, воздержитесь от суждения о своем состоянии, потому что некоторые вы можете даже не понимать, что с вами на самом деле происходит, да, а с вами происходит маг,
выход в новое состояние, понимаете? Выход в новое состояние. И главное, вот я говорю, если вы себе начинаете надумывать, вы еще сильнее утяжеляете свое состояние, прям гоните мысли. Если какие-то мысли, а что со мной что-то не так с теми, не, вообще все, гоните эти мысли, вообще прям не включайтесь, ваша задача это наблюдать пустоту, которая внутри вас может быть, да, и просто сверху наполняться на вот бытовых уровнях, наполняться детки, животные любимые, домашние хлопоты, рабочие вопросики, там, муж, жена, там, да, то есть, ну, вот так вот, все, что вы всегда делали. Десятка жезлов, паж жезлов. И вы сейчас у вас идет трансформация какая, смотрите, вы вот из того, что вас утяжеляло, переходите в то, что будет вам помогать. Интересный процесс трансформации очень. Если вы Козерог, сейчас мне идет сказать, Козерог, который ищет ответы во внешнем мире, сконцентрируйся на внутреннем, в тебе уже все есть. Да. Четверка пентаклей, да, любовь к себе, кстати, в данном случае, это, видите, он обнимает солнышко, я читаю это как любовь к себе. Любовь к себе, внимательное отношение к себе в Козероге в это время, да, прям проявляйте любовь к себе, внимательно, не копайте, опять идет это, не копайтесь в себе, пожалуйста, не копайтесь. С 13-го пойдет поток, все, с 13-го в действие, в бой, копайтесь на здоровье, все там уже пойдет по-другому, да, семерка жезлов, там прям будет боевой настрой, Козероги прям джук-джук-джук-джук-джук, можно даже какие-то хорошее время, кстати, очень идет, вот семерка жезлов, но вот смотрите, вообще я по-другому читаю, видите, как красиво, новые проекты запускать. Прям ставить новые, делать новые проекты. Козероги, у кого не терпится, хочется новый проект. Идет слово, кстати, завершить тоже, да, что-то завершить, чтобы начать новое. Прям будет очень-очень хороший период для этого. Да, Верховный суд. И еще что-то, если Козероги вам захочется в начале августа что-то закрыть, отпустить, значит, действительно, по карте Верховный суд, знаете, идет энергия такая, энергия баланса, да, то есть отпускается старое, чтобы новое смогло посильнее прорасти. Но это божественный баланс, понимаете? Божественный баланс природный. То есть никогда не бывает такое, что у вас там что-то, если у вас что-то, что вам уже давно не нужно, что занимает ваше много времени, вашего много ресурса, там чужая ответственность, которую Козерог мог на себя взвалить, какие-то дела, которые люди другие могут абсолютно прекрасно делать, но Козерог такой типа считает, что ему это нужно делать, да. И вот эти вот штуки, они посветятся. Там же, значит, коридор затмения, там, ну, как бы в коридор затмения вообще лакмусовая бумажка, да, в которой там вот даже тот, кто уже не видел, все равно покажет, вот тут, смотри, вот тут, вот. И все, что отпускается ненужное или вот старое, да, то есть человек может по инерции за это цепляться, думать, что как же без этого, да, но поверьте, здесь вот доверие пространству, доверие этому процессу, божественный баланс, он убирается, то, что он больше уже все. Потому что на этом месте должно проявиться новое, классное, светлое. Да, много возможностей, семерка чаш. Много возможностей. И выбирай, какую хочу, понимаете? То есть вы прямо сейчас еще вашим вот этим процессом внутренним, да, который с вами происходит в Козероге, вы открываете себе как раз вот эти возможности выбора, вы начинаете видеть, а что выбор не только я вот только это могу делать, а что выбор и такой, и это могу, и здесь, да. И это как бы, знаете, вот идет такой поток именно с уровня как... Это что за уровень-то? Судьбы? Уровень судьбы, да? Что это необходимо для роста вашей души сейчас, вот это вот становление, для того, чтобы увидеть, какие еще есть у вас возможности, какие есть перспективы. То есть не смотреть только вот так, да, как лошадка в одну сторону, и типа больше ничего не вижу. Только вот это у меня. А увидеть, что у вас есть выбор, и уже тогда осознанно этот к вас 28-му показываю, да, что к полнолунию 28 числа там затмение еще будет лунное частичное, уже будете понимать, о чем вы хотите. Для тех, кто не знал. Ну вот, вообще во всех сейчас раскладах для всех знаков карты сами сыпятся. Туз мечей. Четко будете знать. Я вообще эту карту читаю, знаете, как прям четко будете знать, прям вот вам указывает вот так вот в это место, вот здесь вот этим занимайся. Не ошибетесь. Да, слушайте, круто. Ну, Козероги, держу за вас пальчики. Что-то еще. Что еще для вас?
Карта повешенная. Ну, конечно, повешенная это что? Смена смена внутренних приоритетов. Это не значит, что надо, что вы, как это сказать, вы находите новый взгляд на жизнь. Вы начинаете обращать внимание, что вы уже по-новому смотрите на многие вещи, что значит по-новому, более легко, более спокойно, более размеренно. Перестаете скакать там, где не нужно скакать, да, но при этом можете легче сфокусироваться там, где нужно сфокусироваться. Вам это больше не доставляет проблем. Вот теперь все. Или еще что-то. Цифровое. Слушайте, вытащу-ка я вам еще одно послание души, что-то хочется. Здесь прям как путь вам показал, подсветила вам, да, механики, как самым удачным способом для себя пройти этот период. Дальше вы сами, конечно же, решаете, что вам с этим делать, слушать, не слушать, делать, не делать. Жизнь ваша, вы сами ее хозяева. Усиление. Выход на ту позицию, в то пространство, где вы были рождены быть. Вот так вот. Вот вас от внутренней мудрости ведет к усилению и к тому, что вы найдете свое место. Найти свое место с точки зрения духовности, это ощущать все, я здесь, у меня все правильно, у меня все хорошо, все в моменте для меня происходит, я ценен, я благодарен себе, я благодарен миру, благодарен тому, что со мной происходит. Все хорошо, целостно, очень, я сейчас чувствую эту энергию, она очень классная, но она при этом очень спокойная. В ней хорошо. Так, что-то еще. Ой, сила. Ну, еще вам эту карту вытащу, сила. Тут волчар нарисован. Сила — это внутренняя тишина, которая не ломается. Так. Сила — это внутренняя тишина, которая не ломается. Ну да. Я много про это рассказываю в своих обзорах, да, в общих обзорах для всех знаков. Обучаю этому в школе, на медитациях, да, чтобы человек ощутил вот эту внутреннюю свою силу. Она не про доказательство, там, кто прав, кто виноват, она не про контроль за реальностью, она не про управление мнением и движением других людей, не про навязывание своей точки зрения, да, то есть это не про подавить, а наоборот дать рост, дать возможность каждому быть таким, какой он есть, быть, да, в первую очередь себе, дать возможность быть таким, какой есть человек, да, принимать с благодарностью события, менять точку зрения, через это меняется точка зрения восприятия, да, прям сейчас вижу, механика тоже такая идет, меняется точка зрения восприятия, и вы начинаете добро смотреть, да, то есть почему я тоже здесь на канале делаю добро будет, добро смотри, добро думай, добро говори, добро ощущай, да, и это меняет в корне вообще, идет прям вот из сути вашей, начинает эта доброта течь, проявляться, а это безусловная любовь, это изобилие жизни, там столько всего лежит. Сейчас вытащу цифровое, да, как обещала. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео, делитесь им. Пусть больше козерогов обретают себя. Я очень рада видеть. У меня есть группа светлячков в Телеграме, да, и там и ученики школы, я уже вижу, как у них начинается этот прогресс, который, может быть, даже им не особо заметен, а мне заметен. Я очень рада, когда люди обретают себя. Для меня это вообще одно из главных наслаждений в жизни, видеть, как люди обретают себя. 1.7. Не включаться в драмы. Да? И вот заключительное послание: козероги, не включайтесь в драмы. Скажу почему. Потому что когда вы включаетесь в драмы, когда вы начинаете автоматически реагировать, вы сливаете свой ресурс, очень ценно. Этот ресурс вам нужен на то, чтобы прожить путь от мудрости к внутреннему усилению и к силе, которая не ломается. Берегите себя. Так, независимость, миссия души, время побыть одному, обучение, исцеление и какие-то вдохновленные картинки, видения. Вот, сделайте несколько глубоких вдохов и сфокусируйтесь на том, что происходит внутри вас. Вам нужно время, чтобы обдумать вещи. Я про это, кстати, вам говорила, да, о том, что с 1 августа до новолуния, вот там будет период, в котором не включаться, побыть в внутренней тишине, даже для кого-то это будет пустота, но она должна вас перевести в наполненность, вот, если вы все правильно, так сказать, для себя. Не так, а как, ну, просто перерасти, да. И в это время вам нужно только на себя
облокачиваться. Ну, иногда присесть, если девочки козероги, на коленочки к мужу, к любимому, да. И вы, возможно, даже в это не поверите, но вы направляетесь в правильном русле, вы правильно идете, и то, что кажется нулем в активности, на самом деле натуральная часть процесса. Так что, если снаружи, внутри кажется, что ничего не происходит, козероги, не переживайте, все в порядке, все идет так, как должно быть. Вот. Это была Анна, канал Дугуд, дело добро будет. Я вас благодарю, до встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Прекрасного августа!